Всем привет! Меня зовут Ирина, и сегодня мы с вами выполним разминку на все тело, с помощью которой разогреем все суставы и подготовим тело к более глубокой нагрузке. Эту разминку вы можете выполнять перед йогой, перед стретчингом, перед фитнесом или любым другим видом нагрузки. Главное, не забываем, что разминка нам нужна не только для того, чтобы согреться, но и для того, чтобы подготовить суставы к более глубокой работе. Поэтому давайте начинать. Мы садимся тазом на пятки. Если такое положение вам недоступно, то можно вытянуть стопы назад. Если доступно, садимся так, перекрещиваем предплечье в замок за спиной, опускаем плечи вниз, вытягиваем макушку вверх и поворачиваем голову направо-налево вместе с глазами. Глаза сводим в сторону поворота головы, смотрим максимально то за правое, то за левое плечо. Все движения медленные, аккуратные. Помним, что это разминка. Не доводим до стопроцентной возможности своих движений. Все комфортно. Наклоны головы вперед-назад. И добавляем дыхание. Опускаем голову вниз, выдох. Поднимаем голову вверх, вдох. Сводим глаза максимально вниз и максимально вверх. Разогреваем одновременно и шейный отдел позвоночника, и глазные мышцы. Наклоны к правому, к левому плечу, глаза по диагонали уводим вверх. Плечи оставляем опущенными, расслабленными. Отлично. Голова вертикально, макушка вверх, подбородок вперед и назад. И рисуем круги подбородком в горизонтальной плоскости, как будто на полу. В одну сторону. Наблюдаем за состоянием шейного отдела. Если какое-то движение доставляет дискомфорт, пропускаем его или делаем в комфортной амплитуде. И в другую сторону. Если устали стопы и сидеть становится больно, вытягивайте пальцы назад, подстраиваем все так, чтобы было максимально комфортно и удобно. Отлично. Вытягиваем макушку вверх, вытягиваем руки вперед, сжимаем, разжимаем пальцы рук. Разогреваем все суставы на ладонях. Собираем большие пальцы в кулаки, вращаем кулаками в одну сторону и в другую. Делаем не столько на скорость, сколько на качество проворота в суставе. Стараемся задействовать всю возможную амплитуду. Разводим руки в стороны, вращаем предплечьями в одну сторону. Наблюдаем за ощущениями в локтевых суставах. В другую сторону. Отлично. Собираем ладони в замок, перекрещиваем пальцы, уводим замок рук назад за затылок, стараемся голову вперед не наклонять, а опускать поочередно то один, то другой локоть вниз, уводя максимально линию рук за затылок. Движение в плечах должно быть комфортным, все ощущения комфортные. И вращаем по кругу руками в одну сторону. Наблюдаем за движениями в лопатках и в другую сторону. Разогреваем хорошо плечевые суставы. Опускаем ладони на плечи, вращение в плечевых. Стараемся смыкать локти вместе и держать их сомкнутыми как можно дольше. И снова движение не на скорость, а на амплитуду. Мы стараемся задействовать всю возможную амплитуду плечевого сустава и в другую сторону. Отлично. И пробуем вытянуть локти вперед. И один локоть пойдет вверх, другой вниз. Разнонаправленное движение. Если не получается, начинаем медленно. Один локоть вверх, другой вниз. И закручиваем. И следующая задачка. Меняем направление каждой руки. Отлично. Опускаем ладони в пол, вытягиваем пальцы, стоп назад, таз прижимаем к пяткам, упираемся на руки и поднимаем колени вверх и вниз, стараемся вытягивать подъемы стоп. До этого мы вытягивали стопы, и теперь вытягиваем противоположную сторону, это подъемы. Если такое движение недоступно, всегда работаем по одной ноге, то правую, то левую. Не поднимаем высоко, если вдруг какой-то дискомфорт в голеностопах. Отлично. И пробуем добавить перекаты. С опорой на ладонях перекатываемся назад на носки и вперед на подъемы. На носки, на подъемы.
Опускаемся отсюда на колени, ладони в пол, ладони под плечами, колени под тазобедренными, пальцы рук широко расправляем, выталкиваемся руками и в динамике кошка на вдохе прогиб, на выдохе толкаем руками пол еще больше, округляем спину, вдох, прогибаемся, выдох, скругляемся. Стараемся почувствовать движение каждого сегмента позвоночника, движение каждого позвонка. Соединяем движение с дыханием, вдох, прогиб, выдох, наклон. Со вдохом лопатки собираем, грудную клетку толкаем в пол, с выдохом лопатки вправо-влево по спине. Отлично. И вращаем позвоночником по кругу в одну сторону. Участвуют все сегменты позвоночника. И шейный, и грудной, и поясница, и крестец. Отлично. И в другую сторону. Дыхание остается прежним. Вдох, прогиб, выдох, круглая спина. Вдох, прогиб, выдох, круглая спина. Стараемся дышать носом. Дышать настолько глубоко, насколько это доступно. Отлично. Остаемся в кошке. Нейтральное положение позвоночника. Вытягиваем вперед правую руку, назад левую ногу. Следим за работой опорной руки. Толкаемся ею, чтобы не провиснуть в левом плече. Вытягиваемся вверх. Делаем вдох. И на выдохе собираем локоть, лоб и колено в одну точку. Вдох, вытягиваемся. Выдох в центр. И с выдохом собираемся и фиксируем здесь. Левой рукой толкаемся. Проверяем, что мы не повисли на левом плече. Выталкиваемся ладонью от пола. И держим обязательно, дышим. Отлично. Со вдохом вытяжение вперед. И с выдохом правой рукой захват за левый голеностоп. Оттягиваем левую голень назад и вверх. Вытягиваем мышцы живота. Хорошо, опускаемся. Если в какой-то момент вам нужно передохнуть, всегда можно сесть тазом на пятки, вытянуть руки вперед, расслабить голову на коврике и подышать столько, сколько необходимо, возвращаться тогда, когда готовы. Меняем сторону, левая рука вперед, правая нога назад, фиксируем. Отталкиваемся правой рукой, проверяем, что не провисли в правом плече, делаем вдох и на выдохе собираемся в центр. Вдох, вытяжение, выдох, центр. С выдохом собираемся и фиксируем статику, держим. Статика в теле, но не в дыхании. Дышим максимально глубоко, насколько доступно. Правой рукой толкаемся. Хорошо, и на вдохе вытяжение, на выдохе левой рукой за правый голеностоп. И голень стараемся оттянуть назад и вверх. Прям как будто стопой хотим встать на потолок. Вытянуть мышцы живота. Отлично. Опускаемся. Перекрещиваем голень, опускаем таз в пол. Вытягиваем прямые ноги вперед. Ладони ставим за тазом. Выпрямляем спину, толкаем живот вперед. Такой легкий прогиб. И меняем ноги. То одну, то другую ногу. Складываем в тазобедренном суставе. Джану Ширшасана в динамике. Разогреваем тазобедренные. Наблюдая здесь обязательно ощущение в колене. Если колену некомфортно, не опускаем его так низко. Выбираем свою высоту. Можно оставаться здесь. Отлично. И добавляем наклон вперед к прямой ноге на выдохе. Вдох, смена. Выдох, наклон. Вдох, смена. Выдох, наклон. Разогреваем и тазобедренные, и коленные суставы. Все комфортно. Никакой боли, никакого дискомфорта. Все делаем в удовольствие. Отлично. И сгибаем ногу, уводя пальцы стопы назад. То одну, то другую. Если необходима помощь руки, помогаем себе рукой. Если можем без руки, то работаем без руки. Стараемся держать спину прямой.
Вытягиваемся все время макушкой вверх в потолок. И здесь также следим за ощущениями в колене. Колену не должно быть больно. За коленями всегда следим внимательно. И здесь также добавляем наклон к прямой ноге на выдохе. Вдох, смена ноги, выдох, наклон. Помним, что мы только разогреваемся, все делаем в полсилы. Отлично. Подтягиваем правое бедро к животу. Живот подтягиваем к бедру, включаем мышцы спины, толкаем живот вперед, макушкой тянемся вверх и сгибаем, разгибаем правую ногу в коленном суставе. Правый носок натягиваем на себя. Наблюдаем за ощущениями в колене здесь. Если необходимо, уменьшаем амплитуду движения. Если какое-то движение некомфортно, вовсе пропускаем его и вращаем только стопой по кругу в одну сторону. И стараемся также вращать не на скорость, а на качество проворота, задействуя всю возможность своего сустава. И в другую сторону. Отлично. Меняем ногу, подтягиваем левое бедро, проверяем, что спина прямая, поясница не вываливается назад. Сгибаем, разгибаем левую ногу в колени. Левый носочек натянут на себя. И вращаем стопой здесь, в одну сторону. И в другую. Отлично. Вытягиваем обе ноги, достаем ягодицы из-под седалищных костей. Проверяем, что спина прямая. И шагаем на седалищных костях по коврику вперед и назад. Не вываливаем спину назад. Все время мышцы спины активно толкают и живот вперед, и лопатки, грудную клетку толкают вперед. Отлично. Останавливаемся и работаем стопы. Носочки на себя, от себя. И пальцы стоп. Сжимаем в кулак, расправляем веером. Сжимаем, расправляем. Стараемся расправлять так, чтобы ни один палец не касался соседнего. Поначалу может не получаться, со временем, если делать это постоянно, каждая мышца к каждому пальцу будет работать все лучше и лучше. Отлично. Расслабляем ноги и расслабленными ногами трясем вправо-влево. Отлично, мы с вами закончили разминку, разогрели все суставы, и теперь наше тело готово к более интенсивной нагрузке. Вы можете приступить к йоге, фитнесу, стретчингу. Спасибо и хорошей практики!